Почему обычный человек считает, что кризис — это безусловные потери, это безусловный негатив? В то время как профессионалы рассматривают это как стандартное явление, а зачастую это еще и отличная возможность заработать. Меня зовут Кирилл, я независимый трейдер и финансовый аналитик, и сегодня я расскажу о том, какими приемами пользуются профессионалы для того, чтобы минимизировать потери во время кризисов, а также заработать. Буду рад вашей подписке на канал. Здесь будет много о финансах и о том, как правильно принимать взвешенные решения. Начнем издалека. Почему крупные игроки выбирают фондовый рынок, а не недвижимость? Недвижимость — это то, что можно только купить. На ней никогда нельзя сыграть в шорт. Как правило, нельзя быстро продать. Соответственно, любая быстрая продажа будет, скорее всего, приводить к ощутимым потерям. Там есть вопрос по ликвидности актива. Что дает фондовый рынок? Фондовый рынок дает безусловную возможность, первое, застраховать, то есть купить финансовые инструменты, которые застрахуют вас от потерь, а также просто агрессивно встать в шорт. Есть нюанс. Инструменты, которые предусматривают шорт, инструменты, которые предусматривают комплексное страхование, такие как фьючерсы, опционы, они доступны не всем. Они доступны только профессионалам рынка. В рамках требований Европейского Союза присутствует четкое разделение клиентов на профессиональных и так называемых розничных инвесторов. И для розничных инвесторов ни один нормальный, действующий в рамках законодательства Евросоюза брокер, либо финансовая компания, либо банк, не даст делать сделки со сложными финансовыми инструментами. Розничным инвесторам не дают пользоваться профессиональными инструментами, потому что они, как правило, не осознают риски, с ними ассоциированы. Что такое опцион? С одной стороны, это, возможно, сотни и тысячи процентов прибыли. А с другой стороны, это безусловные потери до нуля. И если человек действует исключительно в спекулятивных интересах и исключительно в рамках спекулятивной стратегии, как правило, он потеряет деньги. Дело в том, что компании, которые работают с большим количеством розничных инвесторов, обязаны публиковать статистику, обязаны их предупреждать о характере рисков. Так вот, очень интересная статистика, она крайне показательна. Больше 86% клиентов теряют свои деньги, когда оперируют со сложными финансовыми инструментами, когда они начинают заниматься опционами, когда они подключают плечи, когда они занимаются фьючерсами. Ровно поэтому подавляющее большинство неквалифицированных розничных инвесторов придерживаются простой стратегии. Купил, держи. И они не инвестируют во что-то сложное, во что-то комплексное, что требует постоянного анализа. Иногда такие подходы оказываются удачными. И про них, безусловно, все любят рассказывать, приводить в пример и говорить: смотрите, какой я инвестор. Люди, которые покупали биткоины, не знаю, по 100, 200, 300 долларов, биткоин сейчас стоит сотню тысяч, все прекрасно, смотрите, какой я замечательный инвестор. Но это классический случай ошибки выжившего. Мы слушаем только тех, у кого получилось. Мы не очень затачиваем внимание на том человеке, который, например, купил пиццу за биткоины, которая сейчас бы опять-таки стоила сотни тысяч долларов. Что такое ошибка выжившего? Это как история про тех людей, которых в море спасали дельфины. Дело в том, что эту историю могут рассказать только те люди, которых дельфины толкали к берегу. А если кого-то вдруг толкали от берега, то, в общем-то, ничего услышать не получится. При этом нужно понимать, что не только ритейл и неквалифицированные инвесторы могут терять деньги. Терять деньги могут и профессионалы. И потери денег, и выходы из просадок — это часть рутинного процесса. Разница глобально в том, кто как совершает ошибки и что с ними делает. Что делают профессионалы, когда хотят застраховаться от падения рынка? Первое. Можно встать в шорт. Второе. Можно купить страхующие опционы. Опцион — это своего рода страховка, которая действует определенный период времени и стоит денег. Это практически ее полный аналог. Главное отличие профессионала от розничного инвестора в том, что у профессионалов есть четкие процедуры, стратегии, которые базируются на основе заранее утвержденных расчетов. Розничный инвестор, как правило, будет принимать решения исключительно эмоционально. При этом нужно понимать, что даже у профессиональных управляющих потери всегда были, они всегда есть и они всегда будут. Показательный пример, что даже те управляющие, которые говорили про контроль рисков, про то, как важно соблюдать диверсификацию портфеля, ребалансировки, смотреть за уровнем наличности на балансе фонда, перезаходить в позиции, они все, или практически все, показали минус по результатам марта 2020 года. Вопрос в том, что подавляющее большинство из этих управляющих по результатам всего 2020 года показало сильный плюс. Рынок продемонстрировал чрезвычайную устойчивость, он получил
меры поддержки, меры стабилизации, и это позволило рынку вырасти на небывалую высоту уже за 2020 год. И в первую очередь на этом росте прокатились профессионалы. Важно помнить, что рынок — это игра с нулевой суммой. Если кто-то заработал, то кто-то обязательно потерял. Другой вопрос, что даже если ты потерял сейчас и не знаешь, что с этим делать, но у тебя есть четкие процедуры, ты действуешь в рамках этих процедур, эти процедуры основаны на аналитике и подтвержденных расчетах, вполне возможно, что из этой позиции можно будет выйти в плюс. Что делают профессионалы, если мы хотим говорить языком простых действий? Первое – это отключение эмоций. Все должно быть по заранее утвержденному и просчитанному плану. И второе, самое главное, четко нужно ставить контроли, сколько ты готов потерять и сколько ты можешь потерять. И этому правилу следовать неукоснительно. Допустим, вы видите, что все растет. Сентимент или настрой рынка сугубо позитивный. Все классно. Хочется взять и купить, потому что потом не успеешь, потому что потом будет дороже. И вдруг выходит новость о торговой войне, либо о военном конфликте. Рынок тут же изменит направление. Он тут же упадет на несколько процентов, а то и десятков процентов. Если в данном случае управлять позицией без стоп-лоссов, заранее не думать, сколько ты готов потерять, и не следовать этому правилу, потерять можно достаточно значительную сумму, а потом долго ждать у моря погоды. Здесь уместно будет шутка про биржевого спекулянта, трейдера, который внезапно становится долгосрочным инвестором. То есть человек, который сначала пытался играть на колебаниях рынка, не закрывает позицию по стоп-лоссу и переходит в фазу, когда он по большому счету сидит и ждет у моря погоды. Без каких-либо расчетов, без какой-либо аналитики, просто а вдруг оно свершится. Если говорить простым языком, а вдруг или на авось, у профессионалов не бывает. Второй аспект, крайне важный, это лимиты. Это, в принципе, производная от стоп-лоссов. То есть, когда мы инвестируем в разные классы активов, допустим, что-то в золото, что-то в акции, что-то в недвижимость, что-то в биткоин, всегда можно потерять какую-то часть, какой-то сегмент рынка всегда может просесть, при этом остальное остается в плюсе. Такое бывает, это случалось не раз, и это будет случаться. Вот всегда четкое следование лимитам, без эмоций, только на базе статистики, только на базе расчетов, это то, что спасает любую позицию, это то, что увеличивает доходность по любому портфелю. Это, в общем-то, азы, с одной стороны, а с другой стороны, практически все, кто делает инвестиции без какого-либо просчета, попадают в эту ловушку. Приведем простой пример. Есть индекс S&P. Казалось бы, buy and hold – самая классная состоятельная стратегия. В прошлом году рост, в этом году рост, это все больше 20%, это все гиперликвидно, это все можно купить и продать по кнопке, получить деньги в этот день или там на следующий. Все очень выглядит классно, с одной стороны. А с другой стороны, если заходить без лимитов, если заходить без риск-контроля, это значит, что при заходе в январе, феврале или марте в апреле могло быть супер грустно. И, скорее всего, пришлось бы выходить с потерями в десятки процентов, потому что многие акции обваливались на 10, 20, 30, 50, 70%. Ни один ритейл-инвестор этого бы не вынес и вышел бы, как правило, в самой низкой точке. Поделитесь в комментариях, как вы справились с ситуацией в марте, в апреле. Вы вышли в плюс или просто пересидели? Или закрылись в минус? А как устанавливаются лимиты и в какой момент? Всегда лимиты должны быть, первое, обсчитаны, второе, установлены задолго до торговли. Возможны экстраординарные изменения, но эти изменения возможны только, скажем так, в негативную сторону. Допустим, произошел военный конфликт, или, допустим, инициирована какая-то торговая война. Или, вот все то, что мы наблюдали за последнее время на рынке. Вот тогда лимиты будут резаться. Это, как правило, приводит к еще большей панике и еще большему падению рынка, потому что в этот момент будут резать лимиты и требовать дополнительного обеспечения не только большие брокеры и гранды, но и маленькие, вообще все на рынке. Очень показательный случай, который произошел 10 октября. 10 октября вышло заявление Трампа о том, что будет новый виток торговой войны с Китаем. Даже американский рынок, который достаточно устойчив, начинает рушиться на несколько процентов. Так вот, самое интересное, что он во время сессии обрушился достаточно сильно, но после закрытия он продолжил падать. Продолжил падать он почему? Потому что на следующий день, следующий торговый день был понедельник. Это был выходной. Все брокеры понимали, что в условиях
недостатка маржи у клиентов, обычно они спрашивают и получают ее на следующий день. То есть если, допустим, вечером в пятницу придет уведомление, то в понедельник клиент отправит деньги, этих денег хватит на покрытие позиции, на покрытие лоссов, и эту позицию можно тянуть. При этом они понимали, что понедельник не рабочий день, никакие деньги не придут. Соответственно, они проявили дополнительную консервативность, и с учетом этой дополнительной консервативности все было порезано, и рынок еще больше обвалился уже после сессии, когда происходил так называемый клиринг, когда происходили завершающие расчеты, все сверялись и занимали суперконсервативную позицию перед длинными выходными. В этой ситуации, если стоп-лоссов не будет, если не будет заранее проставленных лимитов, сразу достаточно большой процент потерь практически гарантирован. То есть ты можешь словить margin call? Margin call приходит, если у нас не хватает маржи на покрытие. Если вы торгуете без плеча, margin call как такового не наступит. Вот вопрос, а что делать тем, кто не понимает в профессиональных инструментах, но хочет захеджироваться и так далее? Им просто нужно просчитать свою стратегию buy and hold. Buy and hold — это самое простое, что может быть. Это то, что позволяло инвестировать достаточно большому количеству инвесторов. То есть если ты понимаешь, что тебе эти деньги вот сейчас, на данном этапе не нужны, ты можешь построить план, в течение какого срока они тебе понадобятся. И можешь в рамках этого плана заложить то, что я готов потерять, допустим, 10-15%, потому что на 10-15% это максимум, на что падает рынок. Все, тогда окей, тебе дергаться не надо, тебе нужно просто ждать. Ты в принципе все равно останешься инвестором, ты в принципе сможешь получить деньги и сможешь приумножить свое благосостояние на ставку, которая превышает инфляцию, что в общем-то добиваются практически все. У меня есть история из личного опыта, чтобы было понятней, и она пройдет неким диссонансом ко всему тому, что мы обсуждали в первой части. До этого мы говорили, в общем-то, те вещи, которые написаны в тысяче книжек и которые все повторяют как притчу во языцах. То, что я хотел бы сказать сейчас, оно пойдет вразрез. Собственно, простой пример. У нас все читают книжки по техническому анализу, высунув языки, штудируют графики, потом, высунув языки, спорят в комментариях и достаточно часто реально верят тем, кто говорит, что вот сейчас вот двойная вершина, все это значит, рынок развернется. Правда гораздо более жестоко. Никто, если он найдет какую-то неэффективность, если он найдет то, что реально работает, никуда это ни в какую книжку не напишет. Он будет сидеть, закрывшись за 7 печатями, стараться заработать максимум денег. Это первый момент. Второй момент. Вот эти фракталы, так называемые, когда рынок вот чертит у нас такие треугольнички, они, в общем-то, свойственны всем финансовым инструментам. И действительно, на каких-то из инструментов какие-то аспекты технического анализа будут работать, а на каких-то нет. Если кто-то вам говорит, что вот эта стратегия в рамках технического анализа работает везде, на всех инструментах и всегда, он вам категорически врет. И это 100%. Верить можно только по результатам тестов. Более того, даже тесты, они сами по себе не дают полноценную картинку. Их нужно проверять и проверять с точки зрения профессионалов. Там достаточно много технических аспектов, в которые мы сейчас вдаваться не будем. Еще раз хочу остановиться на ошибке выжившего. И у меня лично, и у знакомых, с которыми мы общаемся, я много раз наблюдал следующее. Человеческая природа субъективна. И после того, как ты сделал удачную сделку и получил какую-то классную доходность, ты пытаешься поверить, что это будет работать везде. И просто сломя голову несешься в разные классы активов применять все то же самое. Вот честно могу сказать, без расчетов, без стратегии, без тестов это ничего нигде работать не будет. А то, где это будет работать, это, если кто-то это находит, тайна за 7 печатями. Никто этим в открытых источниках не поделится. Резюмируя наш выпуск, что делают профессионалы? Профессионалы обращаются к достаточно сложным методикам. У них есть статистика, у них есть расчеты, у них есть специально обученные профессиональные команды, которые четко могут сказать, а что нужно делать, чтобы избежать просадок, или как их минимизировать, либо это уже высший пилотаж, как на них заработать. Если вы хотите торговать профессионально, в первую очередь необходимы профессиональные знания. Это must. Без этого любые дальнейшие шаги не будут иметь смысла. Безусловно, нужно обращать внимание на новостной фон и на сентимент рынка. То есть вот то время, когда все кричат, что самое время покупать, самое время осмотреться. Все смотрят новости, смотрят, как новости влияют на настроение рынка, насколько рынок куда двигается. Это можно прямо посмотреть. Как только выходит новость, сразу идут всплески по торговой активности и по цене. Вместе с тем, играть на этом, не имея профессиональных знаний и не имея подготовки соответствующих процедур, это прямой путь к потерям и прямой путь в искомые 86% клиентов, которые теряют свой депозит.
Как правило, если рынок падает, профессионалы имеют возможность на этом заработать. У них есть специальные инструменты, знания и статистика. Это все работает на них. Обычных людей это пугает, они выходят из позиции, они переживают относительно потерь. Но в целом это обычная рутина, это обычный процесс на рынке. И если принимать его именно таким образом, появляются нормальные шансы заработать. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Кучинский Кирилл. До встречи в новых выпусках.